Всем привет! В этом видео я вам покажу, как выглядит польская деревня, как вообще живут люди в польских селах. Будет интересно, так что оставайтесь, приятного просмотра. Мы припарковались, и тут детки катаются на велике и поздоровались с нами. А я такая говорю Владу, вроде бы мы не знакомы, чего не здороваются. А здесь я, реально, как вот в селе, все здороваются, все друг друга знают, походу, точно так. А прежде чем мы отправимся в деревню, я попрошу вас подписаться на мой YouTube-канал, мне будет очень приятно, тем более я вижу по аналитике своего канала, что большинство просмотров от не подписчиков. Поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, у меня на канале очень душевно, интересно и полезно. А также подписывайтесь на мой инстаграм, там я тоже бываю очень часто, там тоже много интересной информации. Ссылочку я также оставлю в описании под видео, буду всем рада. Деревня называется Мниховице, площадь этой деревни 3,5 километра квадратных, совсем небольшая, и население 500 человек, примерно так, да? Даже меньше, там 450, если не ошибаюсь, по 470. года. Так что совсем небольшая деревня, посмотрим, как она выглядит. Вот, посмотрите, мы там остановились. В деревне даже инпост есть, приезжает. И сейчас пойдем по улицам, покажем вам, как здесь все обустроено. Вы уже можете заметить, что здесь отличные дороги, пешеходные дорожки, тротуарные. Все красиво посажено, даже чисто. Видишь, маленькая такая карта Мниховицы. Да. Мы где-то тут, наверное. Да, вот где-то вот здесь вот мы. Вот совсем. Вот, нарисовано. Да, совсем небольшая деревня, а вокруг только поля, да, получается, Да. все поля. Ну пойдем, Пошли куда глаза подальше. глядят. Эта деревня находится в Нижесилезском воеводстве, на польском языке это будет Дальношлёнске, и 20 километров к югу от Вроцлава. По загруженности машин здесь, кстати, так нормально машины катаются, хотя население 500 человек. Но вот смотрите, одна, вторая, еще одна. Машины совсем не сельские, как мне кажется. Есть и очень даже хорошие машины. Ну, домик какой приятный, Опять смотри. машины. Да, Черепица такой классный. домик в селе. Массивная черепица такая. Симпатичный. Классная, да. А здесь такой навес, типа, еще, видишь? Там в домике построен. А здесь, смотришь, какая-то, что это такая, какой-то, не знаю, что Сторожка. это. Электроканал или что это? Да, какая-то станция. Башенка. Домики. Можно прям в деревне вон застраховать машину. Да, Обеспечение. застраховать. Ну, наверное, не только Ну машины. просто посмотрите, сколько машин здесь есть. Вообще. Вон машина выезжает с переулочка, классно. Давай туда пойдем. Мы оттуда как раз приехали. А, Там мы Вроцлав, оттуда в приехали. сторону. Ну, А. пошли прогуляемся. Ну давай туда. давай. Я хотела бы зайти, показать какие-то, это видно какая-то главная дорога, я так понимаю, а в какой-то именно переулок зайти, посмотреть, как там обстоят дела. Вот посмотрите, флаг польский висит на доме. И здесь все, вообще дороги ровные, не разбитые, тротуарные дорожки широкие, все чисто, постриженные газоны, посмотрите, все аккуратно, классно. Вот машины нас пропускают, вежливые машины. Смотрите, въезд в село просто, машины не заканчиваются. Пойдем. Это, знаете, не тот вариант, когда села там с коровами, курами, гусями, да, которые пасутся где-то на лугу. То есть здесь такого вообще пока что мы не встретили. Я не знаю, может дальше корову увидим. Но пока что здесь все очень... Барбос, смотри. Собачка там, да. Сейчас бы Адриана бы отчасти тут. Детки гоняют на великах. А так живешь спокойно, да?
в таком вот, в такой деревушке. Недалеко от Вроцлава. Надо во Вроцлав, например, в город поехал. Ну, Слушай, деревня а там маленькая, что интересно? наверное, частный сектор. Хочешь туда пойти? А, Ну, туда сходить. ну давай посмотрим туда. Ну, давай. В переулок зайдем, посмотрим. Здесь, видишь, такие... Деревня хоть и маленькая, но есть дети. Да, Отличие, дети у нас обычно в есть. деревнях все едут в город, потому что в деревне нечего делать, наверное. И детей особо и нет в деревнях, а тут... А здесь дети, но мы прочитали, что в этой деревне нет школы. И, наверное, скорее всего, дети едут в школу, там, в садик, в соседнюю деревню. Мы посмотрели, это примерно 2 километра отсюда. Возможно, поедем чуть-чуть дальше и покажем вам ближайшую школу. Здесь, видно, дом строят. Привет! Барбос. Это мы вышли, получается, да, Вон дом сверху красивый. стоят вот эти вот, как это, Солнечные панели. батареи, да, панели. Смотри, получается, мы с главной дороги ушли, зашли в переулок этой деревушки. И здесь уже, ну, такая дорога, конечно, не асфальтированная, но достаточно хорошая. Здесь уже идет перекресток. Сейчас выберем, куда нам пойти. Тихо, спокойно так. Но я скажу, что здесь в основном все дома вот такие вот ухоженные, аккуратные, достаточно большие дома. Видно, построенные, знаешь. Свежие, да. Да. Так, куда пойдем? Интересно, у этого села есть центр? Как центр города, да? Ратуша? Центр села. Какие-то магазины. Интересно тоже. Сейчас мы будем искать. Здесь магазины, наверное, какие-то есть. Если инпост есть, то магазины, я думаю, тоже здесь будут. Ну, такие покрупнее. Я не имею в виду Жабка. Здесь даже есть еще места свободные, где можно построить еще дома. Не то, что там она забита полностью. Вот видно тоже, смотри, тоже дом с солнечными этими панелями. И видно, что построен буквально вот-вот, потому что даже нету забора. Симпатичный дом. Я такой Но я стиль скажу, люблю, что мне нравится такой Я думаю, стиль. что земля во Вроцлаве и дом обойдется раза в 2 больше. А ты здесь Конечно. живешь 20 километров. Да это даже не 20, это меньше. Вот люди площадку 16, 17, где-то даже так. 15 от Вроцлава. И ты сел на машину, подъехал. Здесь цена намного дешевле будет. Тихо, спокойненько. Да. Может, нам тоже в село переехать жить? Может быть. Мы, кстати, не исключаем вариант, что мы себе купим жилье не во Вроцлаве, а где-то в небольшом каком-то поселке под Вроцлавом. Потому что нам нравится вот эта тихая, умеренная, спокойная жизнь. Хотя шум мы тоже любим, шум города. Но так как все-таки у нас детки, то нам хочется уже все-таки в тишине и в спокойствии больше побыть. Здесь вообще поле какое-то. Что-то здесь посажено интересное или это просто пустые участки. Нет, мне кажется, здесь что-то посажено, потому что видно, что поле как бы вскопано. Мы посмотрели, сколько в этой деревне стоит участок. Вы сейчас будете в шоке. А возможно нет. Вот Влад смотрел в чате GPT. Мы глянули, да, это не стопроцентная информация, но то, что нам выдал чат GPT, цена 1/100 земли под строительство 30 000 злотых. Не знаю, дорого это или дешево, может быть для Польши это и немного, но такая увесистая сумма выходит, если средний участок, ну как по нашим меркам это 10 соток. Мы думали, что будет дешевле
дешевле намного, потому Ну, что я это рассчитывал, небольшое да, я село, думал, да. что будет меньше. Это во Вроцлаве, может быть, наверное, еще такие цены, но в селе мы думали, там будет дешевле. Вот хотели спросить, так как меня смотрят 60% там, процентов примерно поляков, хотели спросить, может, вы в курсе, знаете, это вообще правдивая информация, так реально Это стоит? вообще средняя цена или нет? Или может быть это какая-то завышенный ценник из-за того, что он очень близок к Вроцлаву? Или может чат как. GPT Ну, вообще просто ошибся и дал информацию просто, не знаю, небом в пальцах. Небом в пальце, да. Пальцы в небо. Или дал информацию. Или дал информацию пальцем. Давай просто это уберем, а там не смешно. Собачка лает. Здесь звук курей, гусей и уток не услышим мы, походу, только собачек. Зашли в какой-то... А там дети катаются на велике. А там уже поля идут. Сейчас мы выйдем на дорогу. А вот видите, это уже другое село. То есть села, вот куда мы приехали, и соседние просто ограничиваются каким-то полем. И там даже знак уже видно, что начинается новое село. Первое упоминание этой деревни было в 1220 году. То есть этой деревне как минимум 805 лет уже. И раньше она принадлежала монастырю во Вроцлаве. Мы нашли магазин, недалеко, где мы припарковались, детская площадка есть. И вот здесь магазин, склеп. Небольшой такой магазинчик. Я думаю, что все там есть необходимое, потому что видно через окно, что там есть и бытовая химия продается, и продукты, и все остальное. Но я не знаю, интересно, это единственный магазин или здесь есть еще магазины. Ну, сейчас пойдем дальше, посмотрим. Если встретим еще магазин, покажем. А здесь какое-то, смотри, это не дом, это что-то... Это какие-то какое-то конюшня, типа, да. какая-то старенькая. Это уже вот как раз старенькая времен. Ворота такие. Ну, смотрите, даже пострижены, видите, кустики. Все красивенько. Пострижено, цветочки здесь вот на ступеньках, газончик пострижен. Так. Смотрите, даже здесь есть интернет проведен в этой деревне. Вот на столбе оптоволокно. Это мне Влад подсказал, это не я такая умная. Так, идем дальше. Лежачие даже, на дороге даже лежачие полицейские. Хотя кажется, неужели здесь гоняют машины? Зачем это все там оставляют? Чтобы ночью да. не шумели машины, людям не мешали. О, смотри, колодец. Настоящий колодец, как в деревне. Но поток машин меня здесь реально очень удивляет. Высокий поток машин для деревни, по крайней мере, представление о деревне, которое я у себя в голове поставила. Ну, у меня просто бабушка живет в деревне, жила в деревне бабушка. И одна, и вторая. И там деревня, конечно, у нас в Украине, ну, совсем другая. То есть там прямо деревня. Куры, гуси, утки, коровы, овцы, козы. В общем, все есть. И, конечно, нет вот таких вот асфальтированных дорог. И все немножечко совсем по-другому выглядит. О, смотри. Мотоциклетчики. Мотоциклисты, да. Классно. Даже такое тут есть. Первый такой дырчик, а второй такой классный. Ну. Капец. Здесь, кстати, да, дорожки пешеходные с одной стороны мы заметили. Вот сейчас, например, по правой стороне дорожка, потом идет пешеходный переход. Здесь дорожка заканчивается, начинается там.
Это называется экономия, да, пространства. Интересно. Так, тут тоже какой-то дворик, смотрите, вообще. Но садиков, школ мы здесь видим, как я уже говорила. Все, да? Ну вот, да. Конец. Конец деревушки. Закончилась наша деревня. Здесь какие-то немножечко такие здания более заброшенные, что-то здесь ремонтируют. Ну тогда понятно, почему здесь нет ни школы, ни садика, она реально очень маленькая. Сейчас мы поедем тогда в соседнюю деревню, 2 километра отсюда, и покажем школу. Тоже это считается деревня, да, деревенскую школу. Покажем, как она выглядит. Конечно, добираться деткам отсюда в школу, наверное, не очень удобно, только если на машине. Я думаю, только если так. Пешком не получится. Придется напрягать родителей, чтобы завозили. Мы выехали посмотреть школу. Сейчас мы проезжаем через соседнюю деревню Войковицы. Проедем эту деревню и поедем еще в соседнюю. И там же будет находиться школа, куда дети ходят. Я думаю, что в этой деревне Войковицы тоже нет школы. Мы посмотрели. То есть ближайшая школа только через деревню. Quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Pasara me dijo la tristeza. О, здесь железная дорога даже есть. Значит, где-то станция рядышком есть. Вот доезжать. Я бы даже сказала, что это типа поселок городского А типа. вон Дина был с правой стороны. Мы Магазин, заснять, да. А вот с правой вот стороны. печатная, видишь, какая-то. Да, и вот с правой стороны хата польска. Вещи. Да, прям целый маленький городочек такой. Да, Кебаб даже есть можно кебаб. покушать. Здесь уже, конечно, городочек побольше. Y lo expresaba con perreíto y con dembow. Saben que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Bailona de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco, ironía. Посмотрите, колесо прикрепили к дереву, качели. Классно. Вот это точно по-сельскому, да? По-простому. Сразу детство свое вспомнили с Владом, мы тоже так делали. Мы немножечко проехали школу, сейчас развернемся и подъедем к школе. Здесь даже цирк, смотри, приезжает, вывеска, видел? Вон пиццерия слева, видишь? Да. Реально маленький такой городочек. Пиццерия. Если там особо ничего нету, то здесь Более цивильно, да? такое, Можно да. пойти и кофе попить, Рядышком пиццу это вот покушать. 2 километра друг от друга. Мы заехали в небольшой переулок в этой деревне. То была главная дорога. Сейчас покажем, как переулочки выглядят. Смотрите, машин достаточно много, да? Люди ходят, то есть не то, что там все по домам, никого на улице не видно, не слышно. С левой стороны это даже, по-моему, это банк. Да. Да. Похоже, банк такой. Банк польский, так, да, с левой стороны был банк польский. Даже банк есть. Ничего себе, вот это да. Здесь тоже все аккуратно, чисто. Детки идут. Газон вот это идут в постриженный. школу, в садик. Да, Наверное, да. с левой стороны детки. И вон слева уже мороженое продают. Так, а это нам... Ищем, где припарковаться, Да. чтобы подойти к школе. Сюда цирк. Ну, зелени почти здесь приехали. много, да? Да, Все да. за... Ну, реально очень много зелени.
Такое какое-то здесь спокойствие чувствуется. У нас, конечно, во Вроцлаве мы уже привыкли к шуму. Шумиха. А вон еще детки. Еще детки, посмотрите. Маленькие слева идут. Пингвинята маленькие, цыплята. За ручки. Вот, смотрите, вот это здание мы нашли. Это гимнастический зал. Да, Большой, спортивный. какой-то то есть спортивный, это да. Не то, что он один, может быть, там два внутри, может, а вот это уже Да. школа. А вот с левой школа. стороны Может это быть, со школа. школы, знаешь, там, может быть, Да, в этом переходишь. гимнастическом зале проводятся какие-то Физкультура. занятия, да. Гулов. Ну, школа большая, я тебе скажу. Ну, У Миланы, куда Милана сейчас ходит, намного меньше школы, но там, раза в конечно, 3. да. На фотографиях она такая скудненькая, так И смотрелась. видно, что она такая новая, красивая, потому да. что, ну, сейчас мы поближе Может подойдем, быть, покажу. Вышли мы, припарковались, сейчас вам покажу школу. Посмотрите, здесь напротив школы сразу детская площадка. Очень классная, видно, что новая. Очень классная площадка. Слушайте, у нас во Вроцлаве не везде такие площадки есть, да, Влад? Вот там сало гимнастическое, там не Да, видно, там дети ну, играют в да, футбол, я то есть за показывала. ней. А вот школа. Посмотрите, просто сейчас покажу вам размеры. Вот начинается отсюда, и вот она идет, 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 и аж до туда. Я думаю, что здесь точно учатся дети с 1 класса, да, до самых выпускных классов. У Миланы школа разделена на корпусы. А здесь все дети учатся как бы в одном корпусе, в одной школе. Вот мы немножко подошли, написано, снимать нельзя, но вот поэтому заходить не будем во двор, хотя открыта калитка. Но видно по ней, что она прямо чистенькая-чистенькая вообще, новенькая-новенькая. Посмотрите, здесь напротив школы небольшой парк, вот там как бы он уже заканчивается, поэтому идти туда далеко не будем, но просто хотела показать, он Влад зарядку делает, что в парке вот мусорки выставлены, вот мусорка, там дальше мусорки, и даже есть вот лавочка, мусорка тоже, вот еще лавочка, чтобы посидеть и погулять, например, с той же коляской, с детками. Небольшой, конечно, парк, но он есть. Ну как вам такой формат видео? Узнать Польшу с разных сторон, да, с разных ракурсов, полностью, да, увидеть колорит не только городской жизни, но и более такой сельской, деревенской. Надеюсь, вам видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И до новых встреч. Всем пока-пока.